Ой, какой крутой лук. Хочу себе эти джинсы и этот свитер. О, продавец магазина сейчас онлайн. Надо спросить, можно ли сделать доставку курьером. Ладно, слово «курьер» пришло не из английского языка, а из польского, в который, в свою очередь, оно попало из французского. Но это только говорит о том, что в повседневной жизни мы используем столько заимствованных слов, что даже не задумываемся об их происхождении. Настолько они для нас обыденны. Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и сегодня я захотела поговорить с вами об англицизмах в русском языке. А как и в любом другом языке, у нас их довольно много. Почему английский так активно проникает в другие языки? Все просто, потому что это самый распространенный язык интернета. А в узких кругах заимствованные слова используются еще активнее, например, в сфере IT или Digital. А также к наиболее популярным областям заимствования англицизмов можно отнести кино, музыку, рекламу, косметику и так далее. Англицизмы можно поделить на несколько категорий. Те, которые принимают практически все, потому что такого понятия или явления ранее не было в русском языке. То есть они обозначают новые для нашей жизни вещи или для того, чтобы подстроить язык под международный стандарт. Примерами таких слов могут быть гамбургер, компьютер, инвестор, блог, браузер, блендер или миксер. Дальше идет молодежный сленг, иногда настолько молодежный, что его не всегда даже понимают люди моего возраста, а я все-таки молода. Тем не менее, влияние молодежного сленга на язык не столь велико, потому что это скорее временное явление, которое распространяется на другие группы людей либо слишком медленно, либо скорее пассивно, в том смысле, что люди более старшего поколения могут понимать, о чем идет речь, но не использовать в своем лексиконе этих слов. Поэтому подобные слова со временем растворяются, как, например, произошло со словами «шузы», «трузера», «батник». Есть здесь кто-то, кто помнит значение этих слов или хотя бы знает? Я не знала, они меня очень повеселили. Или посмотрим на следующие слова. Сейчас я выберу рандомный фильм с высоким рейтингом и посмотрю его. Так, главное не увидеть никаких спойлеров. А может быть лучше почитать книгу? Так, что тут у нас из бестселлеров есть? Может быть, что-то про креатив? Или про то, как стать хорошим спикером? Я же все-таки в инфлюенсеры мечу. Сколько слов из этих заимствований вы поняли? Зависит, наверное, как раз-таки от возраста, потому что используются они преимущественно более молодым поколением. Однако, несмотря на то, что они уже глубоко укоренены в язык, однозначно сказать нельзя, что в будущем они будут использоваться с такой же активностью, как и сегодня. Следующая категория англицизмов – это когда в русском языке вроде бы есть аналог, но он не до конца отражает смысл понятия. Хороший пример – это слово «бренд», который на русский можно перевести как торговая марка. Но на деле это целостный образ, ассоциации, которые возникают в сознании потребителя. А еще бренд – это про доверие и про гарантию качества. То есть это не просто значок, а ощущение, которое клиенты получают при взаимодействии с компанией. Каждый бренд – это торговая марка. Но не каждая торговая марка – это бренд. Поэтому без бренда никуда. И последняя категория англицизмов относится к тому, когда заимствование сокращает словосочетание или фразу, как, например, это происходит в случае с селфи, фотографирование себя, или email, электронная почта, или электронное письмо. Язык – это постоянно развивающаяся система, и он подстраивается под современные реалии. И поэтому, наблюдая за эволюцией языка, можно проследить, какие процессы происходят в обществе в конкретный промежуток времени. Тем более, на многие слова можно найти аналоги на родном языке, если уж так режет ухо англицизм. А, да? Ну и как ты заменишь слово «онлайн», «в сети», «бестселлер», «хит продаж», «спикер», «оратор», «оратор», «рандомный», «случайный», «коммуникабельный»,
общительный, boyfriend. Ну ладно, здесь понятно. А deadline? Крайний срок выполнения задачи. Ну да, здесь как раз это относится к тем случаям, когда англицизм заменяет длинное словосочетание. Как обычно, использовать или не использовать, решать вам. Но я лично ничего плохого в этом не вижу. Если, конечно, не вставлять англицизмы через каждое слово и использовать их уместно. Тем более, что очень много слов, которые мы используем каждый день, уже когда-то пришли из других языков. Но мы просто этого не замечаем и считаем их своими родненькими. Так что самобытность никуда не денется. Очень интересно узнать ваше мнение. Пишите об этом в комментариях. Комментарий, кстати, слово от латинского. Ставьте лайк на это видео и подписывайтесь на канал, потому что таким образом вы помогаете этому каналу расти, а другим студентам русского языка иметь дополнительный источник интересного, я надеюсь, контента. Спасибо, что смотрели, и пока-пока!